Всем привет, с вами Мистер Ганс, это канал Мистер Ганс Онлайн. Сегодняшнее видео у нас будет посвящено тир-листу. Сразу скажу, тир-лист это чисто мой субъективный взгляд на него. Думал рассказать о нем персонально по каждому мону, но вышло так, что решил все-таки его сделать на бумаге. Сейчас немножечко расскажу, как в нем разбираться. Первая колоночка называется «Где получить?». То есть у нас различные моны, они все получаются различными способами. Какие-то просто с яиц выпадают, я такие даже не отмечал. То есть среди них и такие, как, допустим, в ребрисе у нас Что такое ребрис? Это когда вы сливаете на трехзвездочный 5 монов, на четырехзвездочный 3 мона, на пятизвездочный тоже 3 мона. Именно четырехзвездочный 4-звездочных монов, на трехзвездочных 3-звездочных монов и на 5, соответственно, то же самое. Значит, первая колоночка является то, где можно, каким образом вообще можно получить моно, то есть либо на каких-то событиях, либо в каких-то подземельях, либо еще где-либо. Описание, более расшифровка будет на последнем слайде. Так, дальше переходим. Вторая колоночка это у нас Астромон. Его название при первой эволюции от 5. Ну, здесь я добавлял как бы не всех монов, потому что однозвездочные и двухзвездочные моны не все являются как бы хорошими. Это лично ваш выбор. Я добавил там парочку буквально двухзвездочных, поскольку они хорошие, можно ими пользоваться. В основном это 3-4-звездочные. Ну и 5-звездочные, естественно. Очевидно, их вообще не стоит ни продавать, ни каким образом либо еще не получать. Дальше у нас идет колоночка звезда, но это мы так понимаем, какой получается мон у нас при призыве. То есть при фьюжене, там, при призыве с ребриса, с яйца, то есть также над 1 получается. Потом у нас колоночки идут наших стихий: огонь, вода, дерево, свет, тьма. И под каждым стоит, если просто стоит прочерк, значит этого мона такой стихии просто нет, еще не добавили, не придумали, не сделали. То есть если есть только, допустим, свет, тьма, там некоторые есть, которые получаются, ну, вы посмотрите, как это, допустим, смотреть. Где получить, смотрите, в конце будет к ним вот этот снос как раз, смотрите, какой мон и его оценку смотрите. То есть, а где 1 это наименьшее, то есть самый плохой, его в принципе не стоит качать, ну или качать в самую последнюю очередь. И 5 это прям очень хороший, достойный мон, там его можно использовать где угодно. Ну, не то чтобы где угодно, то есть он просто хорошо себя реализовывает как такой астромон. Прям вау, прям хочется его сразу сделать, и его сразу нужно делать. Ну и естественно там уже 2 это наименее, там 3 это среднячок, 4 уже хорош, но не до конца прям, и 5 это уже прям великолепный. Вот. Получается, это чисто, опять же говорю, субъективно оценки поставлены, потому что где-то на арене я вижу монов, где-то я их сам использую, каких-то я мог протестить где-то в другом месте, там какие-то друзья, у друзей моны стояли, я их брал и тестил. И поэтому как бы чисто субъективно можете придерживаться этого, можете не придерживаться, но это в принципе так. Можете скачать просто, ну, сделать скрин, ставить себе, потом когда моно выбили, зашли, посмотрели, ага, там, допустим, 4, значит неплохой мон. Если какие-то более подробные вещи нужны будут по моду, там какие гемы, я сюда это, ну, не решил не вставлять, потому что это вообще часов, наверное, на 10 или на 20 выйдет, чтобы каждому мону там определенно какие-то камни, там еще что-то выделять. Это очень все долго будет. Ну, переходим, наверное, к следующему слайду. И на следующем слайде мы видим также 5-звездочных и 4-звездочных уже начались у нас. Они у нас, в принципе, все по порядку идут, поэтому можете смотреть. Они, в принципе, я их писал так же, как они идут по порядку в самом
астролисте. Также моны могут получаться двумя разными способами. Также бывает просто можно некоторые призывать с яйца, их можно также в ребрисе получить там или еще где-то, а могут только они быть, допустим, на фьюзе и только там, допустим, на как легендарный монстр можно его получить на локации. Вот. То есть есть разные вариации получения монов, то есть можно так, можно так. Некоторых просто монов нельзя получить с яйца, это такая небольшая особенность. Ну и не всех можно купить в магазине, как говорится. Есть дальше, вы увидите на следующем слайде, будет последняя звезда будет в скобочках. Это значит то, что этот мон есть трехзвездочный на элементах, допустим, а на свете и тьме этот мон уже четырехзвездочный, допустим, только. Поэтому здесь так поставлено, то есть как бы он является и четырехзвездочным одновременно, как бы. Переходим к следующему. И на этом слайде у нас уже начинаются четырехзвездочные моны. Ниже них идут трехзвездочные на элементах и четырехзвездочные на свете тьме, соответственно. Начинаются они сначала с ребрисовых фестивалевых монов. У нас проходят фестивалевые ребрисы, в которые мы сливаем наши ненужные, допустим, четырехзвездочных монов, которые вы потом будете соотношение делать. Там, допустим, этого одна стоит, а допустим, сейчас идет ребрис, и вам нужен, допустим, этот мон. Вы берете, сливаете 3 мона и получаете четырехзвездочного, там, варик, не варик, это вам как повезет. Ниже красненькими точками это уже у нас экзотики, которые у нас тоже проводятся фестиваль экзотиков, там раз за сезон, и там в месяц, может быть, там в 2-3 месяца проводится. Мы их получаем на локациях, также призываем, как обычных, ловим. Вот. И я бы не сильно стал как-то пытаться сразу сделать всех там, допустим, у вас идет там фестиваль, и вы видите, что вот у вас, допустим, сейчас собирается какой-то четырехзвездочный, и вам нужно, допустим, там дособирать немного, а вот падает вам, опять же, этот мод, сейчас фестиваль. Можете, конечно, это ваше дело доделывать вашего мона, но вот мое мнение, лучше, пока идет фестиваль, лучше скидывать монов туда, потому что потом вы кинетесь, вам нужен этот мон будет, потому что они реально есть некоторые, которые прям, особенно хилы, прям есть, прям вот даже если посмотреть на пикси, тут почти все пятерки у них, потому что все хилы хорошие. И я же говорю, лучше стоит подождать вам в любом случае на обычных монов, которые падают там с яиц там или еще откуда-то, то есть у них доступ больше, то есть их лучше повременить с ними, ничего страшного, то есть с вас не убудет. Но получив, допустим, того же самого ребрисового мона или экзотика, на экзотика совсем другая, конечно, тема, там вы их ловите, вы ничем не жертвуете. А вот именно что касается ребрисовых монов, то вам придется все-таки, мне кажется, приостановить свою эволюцию вашего мона, допустим, чтобы получить какого-нибудь хорошего, допустим, ту же самую Кану, Спарки, там, допустим, Тора или, не знаю, кого еще, Люси, тоже неплохие моны. Давайте к следующему слайду. На этом слайде у нас получается единственное отличие от прошлых, то что здесь есть двухзвездочные моны, которые на элементах, а ниже четырехзвездочные на свете и тьме. Некоторые моны здесь также экзотики, некоторые там получаются только на фьюзе. Единственное, что хотелось сказать про этот слайд, то что есть одна точка, она всего одна вообще во всем тир-листе, это Венус. Это у нас хил четырехзвездочный, они есть только света и тьмы, они оба хороши, но проблема в том, что сейчас их получить просто, их нельзя получить. Вот такая вот ерунда. Не знаю, может, разработчики еще не придумали, как это сделать, куда его ввести, в какой фьюз или ребрис или фестиваль. Бывали моменты, когда их просто дарил на MMSL. Да, это они уже, по крайней мере, я заставал уже 3 раза, когда их дарили. Вот. В принципе, как бы еще есть один вариант его получения, это у нас покупка.
ну, за деньги, за реальные. Ну, как бы я не рекомендую, потому что столько мон не стоит просто-напросто, как бы, стольких денег. Да, он хорош, да, его можно взять во многих, там, допустим, Титан или еще где-то, но не рекомендую на него деньги тратить. Давайте лучше к следующему. Что касается этого слайда, здесь у нас почти все моны можно получить из яиц. Там единственный момент, то что светлых и темных вы будете получать очень редко. Это как бы само собой разумеющееся. И еще такое небольшое напутствие. Допустим, есть топовые моны четырехзвездочные, там, допустим, суккубы, купидоны, там, вилдфанги и многие-многие другие. Их вы получите с яиц, которые, в общем, больше шансов их получить с яиц 4-5 звезд, которые продаются у нас именно светлые и темные. Есть у нас яйцо, которое от 3 до 5, оно чаще всего выпадает, и его легче всего получить, чем нежели другие яйца, которые от 4 до 5. С яиц с 3 до 5, темные и светлые, вы будете очень прям редко, это прям невероятная удача получать темных и светлых монов. Но если вы прям удачливы, конечно, будет вам все выпадать очень хорошо. Также хотелось сказать еще такую вещь, то что есть такое заблуждение, как вот я получил 5-звездочного, и теперь я не буду качать четверок. Это бред, даже не думайте так делать. Сразу немножечко о балансе расскажу. Допустим, мон 5-звездочный, там прокачанный до 60 уровня первой эволюции, будет слабее, чем, допустим, мон, да даже если он будет второй эволюции 5-звездочного, будет слабее, чем мон 4-звездочный там, или 3-звездочный 60 уровня до 3 эволюции. Это запомните, это так оно и будет. То есть, если вам выпал 5-звездочный, конечно же, с помощью глимов, это такие звездочки, они бывают разных стихий, или же именно мультизвезда, свет тьма, она такая золотистая с коронкой бывает. Вот. С помощью нее можно любой элемент, любую цвет тьма, можно любого апгрейдить, но все же она не часто получается. К чему я это? К тому, что вы сделаете 5-звездочного второй эволюции, там буквально за пару вставлений, но на этом пока что все. Вам нужно будет еще 3 таких же монов выбить, и в них еще по 3 глима вставить, чтобы они стали вторыми эволюциями, и уже вы апнули третью. И с третьей, конечно, уже заиграет 5-звездочный. Поэтому не забрасывайте ни в коем случае ни 4, ни 3-звездочных хороших монов. То есть здесь оценки стоят именно с тем упором, что именно и я сравниваю их всех, то есть как бы по всем полезностям. То есть может быть 5-звездочный с 1 звездой, а 3-звездочный с 5. То есть как бы не будет такого, что все 5-звездочные будут хорошие. Есть и это оценки я оставила более основываясь на их скиллах, именно на принадлежности к каким-то либо там подземельям или еще к чему-то. Это, конечно, субъективно, но там кто-то, может быть, хорошо там поставил геймы, раскачал, и у него это мейн, допустим, там и все такое прочее. Нет. Я просто выбирал именно основываясь на скиллах, именно основываясь на там подземельях, арене, еще каких-то там локах, где я их могу использовать, или вы можете их использовать. Вот я про что. Давайте к следующему. Ну и, собственно, последний слайд, это у нас уже конец. То есть здесь у нас оставшиеся, так сказать, как я говорил, уже там 2-звездочные, 3-звездочные. И, конечно же, обозначение, то, что значит те или иные кружки. Здесь я также выделил то, что темные и светлые моны получаются намного реже, чем элементы. И это я имею в виду, что то, что с призывов вы будете даже из тех же самых, если у вас будет яйца от 3 до 5 или от 4 до 5, вы в любом случае будете получать, скорее всего, самое наименьшее число, которое представлено в начале. Вот, собственно, и весь тир-лист.
Больше, я думаю, говорить особо тут нечего. Просто сохраняйте, смотрите, ищите, сравнивайте. Есть моны также, которые, допустим, получаются только у нас с определенных фестивалей. Там у нас был фестиваль с Соником, все знаем мы этого ежа синего. Эти моны непонятно, когда вообще нам их дадут, вернут ли их вообще. Они, в принципе, неплохие, как бы, но качать из них, я думаю, только, в принципе, Свет Тьму. Это у нас там Shadow и Silver, и, ну, они были в самом верху списка, и Sonic, в принципе, сам по себе. Ну, я как-то их особо пропустил, не особо ими заморачивался. И, в принципе, если у вас их нет, особо не расстраивайтесь, они как-то не очень так себя зарекомендовали. В принципе, там можно их использовать, если они у вас есть, хорошо, нет, ничего страшного, то есть в этом нет проблем. Ну и думаю, что насчет гемов каждому мону это, в принципе, ну, это каждый человек сам для себя выбирает. Есть, конечно, у каждого примерно кто-то на кого-то ориентируется, там у каждого есть в голове там, я, допустим, хочу танка, я хочу мона, там, атакера или защитного мона. И каждому, в принципе, билд можно подобрать любой ко мне. Если интересно, конечно, я могу попробовать как-то это записать, как-то объяснить, как это выбирать, не выбирать. То есть моно у нас есть какие балансовые, атакеры. Это именно влияет на что у нас. Вы, может, видели, когда на моно нажимаете, у вас написано атакер, там, танк, дефендер. Это значит, что у них определенные статы выше, чем у других. То есть там, допустим, у балансера будут все статы ровные, нежели у другой стихии этого же мона. Там у танка, естественно, хп будет больше, у дефендера больше будет защиты, у атакера атаки. Ну, все в таком роде, типа. Ну, пользуйтесь листом, нравится, не нравится, как бы, я думаю, тир-листы у нас всегда всем нравились. Без них, конечно, сложнее. Ну, все, я думаю, на этом давайте будем прощаться. Увидимся в следующем видео. Да, не забудьте попрощаться с Михо. Всем пока.